Всем привет! Я очень рада, что вы зашли ко мне на канал, и я хотела сказать огромное спасибо тем, кто поддерживал меня. Если вы следите за новостями в моих социальных сетях, то знаете, что у меня были проблемы с камерой, она сломалась, и, к сожалению, все файлы практически были утеряны. Но я решила этот вопрос, теперь у меня новая камера, море вдохновения, и сегодня мы будем рисовать с вами вот такой осенний букет. Не переживайте, картина не очень сложная, просто у меня достаточно большой формат. Использовать можно как гуашь, так и акрил, что вам удобнее. Так что берите краски, кисти и давайте начнем. Как всегда, хотела напомнить подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео, а также заглядывайте в мой инстаграм и группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Начинаем с фона, он будет очень простой. Я взяла кисть щетину, размер 22, синюю, фиолетовую, белую краски и просто смешиваю их прямо на холсте. Делаю хаотичные движения кистью. Вы регулируете размер вашей кисти в зависимости от размера холста, либо бумаги, на которой вы рисуете. Я взяла 22 размер, именно потому что у меня холст 40 на 40. И для начала я предлагаю просто наметить вазу, наметить, где у нас будет зелень, а потом уже детально прорисовывать. И для начала мы наметим основной цвет вазы. Это английская красная, либо можно назвать это как красный кирпич. В общем, если у вас нету английской красной, то просто смешайте красную краску с коричневой. В принципе, получится примерно что-то около того, что нужно. Горлышко закрасим в коричневый цвет, потому что оно будет темнее. А еще не удивляйтесь, что правую сторону я постараюсь немного размыть, потому что я не хочу, чтобы там были четкие линии. Вы можете оставить так, как вам нравится. Кстати, хотела сказать, что во время этой работы я меняла воду, наверное, раз 5. В общем, вам тоже советую менять воду, может быть, мыть палитру или кисти по необходимости. И еще, если у вас вызывают сложности смешивания цветов, вы не знаете, какую кисть лучше выбрать, то советую посмотреть вам мой курс бесплатный «Обучение рисованию с нуля». Ссылку на плейлист я оставлю в описании под видео. Смешаем зеленый цвет и коричневый. Также плоской кистью мы наметим основную массу зелени. Это будет такой нижний слой, на котором мы потом уже будем рисовать листочки. Также светлым цветом снизу намечаем такое цветное пятно. Тут на самом деле у каждого своя фантазия.
Кто-то, когда увидел эту картину, подумал, что это салфетка какая-то лежит, кто-то подумал, что это какое-то отражение. В общем, добавлять это или нет, решать только вам. Мне же показалось, что это достаточно интересный элемент этой работы. И давайте еще немного затемним зелень. Я сходила, заменила воду, как раз краски на холсте подсохли, и теперь я могу заняться уже вазой. Для нее будем использовать бирюзовый, коричневый, красный цвет, сиену натуральную. В общем, очень много разных цветов. Можете даже использовать оранжевый или желтый для бликов. Горлышко мы делаем более темным. Там у нас будет переход от коричневого цвета к такому бирюзовому, а низ вазы будет уже такой красновато-кирпичного цвета. Проще, конечно же, смотреть и повторять. Также не бойтесь наносить краски в несколько слоев, мазок за мазком.
Снова меняем воду и теперь переходим к нашему осеннему букету. Используем плоскую синтетическую кисть. Тут уже можно, так скажем, расслабиться. Делаем хаотичные мазки этой кистью. Используем все возможные цвета, которые ассоциируются у вас с осенними листьями. Я нанесу небольшую массу листьев, потом буду рисовать веточки и снова добавлю листьев в конце. Для прорисовки небольших мелких веточек я использовала синтетическую круглую кисть размер единичка. Также можно использовать размер 0. И черной краской, разбавленной водой, я очень аккуратно начинаю прорисовывать веточки. Стараюсь к концу делать их максимально тонкими. Не рисуйте такие прямые палки, потому что это будет выглядеть не очень натурально. И когда вы прорисуете все веточки, возьмите белую краску, также разведите ее водой и пройдитесь по некоторым веточкам, добавив тем самым блик. И теперь остается только доработать наш букет, добавить еще листьев. Прошу обратить внимание на уже готовый рисунок. Вы можете заметить, что с левой стороны преобладают желтые листья, более светлые, а с правой, наоборот, листья потемнее.
Также хочу предложить украсить букет с помощью вот таких вот ягодок. Я взяла для этого круглую синтетическую кисть и красным цветом наметила ягодки. Потом с помощью тонкой кисти добавила на них блики и тени. Особо не заморачивайтесь по этому поводу, достаточно одного светлого мазка с левой стороны и темного с правой. На этом все основное я вам рассказала. Детали, как всегда, вы можете добавлять по желанию, сколько угодно, как-то изменять картину, подстраивать под себя. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и Инстаграм. Выкладывайте свои работы в группу ВКонтакте. Не пропустите новые видео. Пока-пока!